Приветствую всех, меня зовут Светлана, я живу в Турции, я украинка. Это мой кулинарный канал об особенностях турецкой кухни, но сегодня рецепта не будет. Сегодня я хочу обратиться к русскоязычным женщинам, а именно женщинам с России и Белоруссии. Свой канал я веду уже больше года, и я думаю, за это время вы уже достаточно знаете меня, чтобы мне поверить и прислушаться. Самое последнее, о чем бы я хотела говорить на своем кулинарном канале, так это о политике. Но вот уже пятый день Российская Федерация ведет братоубийственную войну против Украины. Это не освободительная операция, как вам говорят по российскому телевидению, потому что украинцев ни от кого и ни от чего освобождать не нужно. Мы сами проголосовали на выборах за своего президента Владимира Зеленского. Тогда его поддержало 70% голосов. Сейчас, наверное, все 100. У нас смелый и любимый народом лидер. Вашего нам не нужно. Пожалуйста, не верьте тому, что на Украине убивают тех, кто говорит на русском языке. Всю свою жизнь на Украине я говорила на русском языке. Никакого давления из-за этого я не видела и даже не чувствовала. Не верьте, что украинцы 8 лет убивают мирных жителей Донбасса. Это очередная шаблонная ложь, которую распространяют зомбированные этой ложью люди. Да, вооруженный конфликт против повстанцев, начавшийся в 2014 году на востоке Украины, за это время унес жизни не только военных, но и мирных жителей. Но у каждого из них было право выбора – остаться в зоне конфликта или выехать. Многие из них так и сделали. Я это знаю не понаслышке. Одна такая семья из Донбасса с детьми проживала у нас дома в Кировоградской области. Не верьте, пожалуйста, тому, что Украина или украинский народ угрожает безопасности ваших стран. Украина – это мирная страна, которая отказалась от своего ядерного наследия ради мира во всем мире. Мы никогда не угрожали безопасности Российской Федерации или Белоруссии. Дорогие мои русские и белорусские женщины, у меня очень много друзей, знакомых и родственников в России и Белоруссии. Все они очень порядочные, образованные, умные и интеллигентные люди. И никто из них не хочет войны. Я также верю, что этой войны не хотите и вы. И хотя вам об этом не говорят, но на украинских землях уже более 5000 убитых российских солдат. В числе их уже, может быть, погибли ваши сыновья, мужья и близкие вам люди. И в их смерти виноват не только Путин, но и вы, потому что именно с вашего молчаливого согласия лидер вашей страны совершает эту братоубийственную войну. Я вас прошу, пока еще, возможно, ваши дети и мужья живы, не молчите. Сейчас не время молчать, сейчас время действовать. Поверьте, лучше дисбат, лучше что-либо, но не смерть ваших родных. Тем более, что эта смерть будет бессмысленной. Украинская вдова сможет себя утешить тем, что ее муж защищал родную землю и независимость своей страны. Дорогие женщины, пусть ваши мужья и сыновья оставят оружие, оставят технику и возвращаются домой. Строить дома, садить деревья, рожать детей. Пусть у вас будет будущее. Пожалуйста, дорогие женщины, не молчите об этом. Говорите, пишите, кричите, объединяйтесь, выходите на протесты, выходите на улицы с лозунгами. Вы не должны молчать. Пусть ваші синов'я, пусть ваші мужья живуть. А зараз я хочу звернутися до своїх земляків. Українці, я вами пишаюся. Нам протистоїть одна з найбільших армій світу, але ми сильніші. І щодня наші лави міцніють. Я знаю, що ворог вже багато що зруйнував, але вони ніколи не зможуть зруйнувати нашу мрію про сильну, вільну та демократичну державу. Ми переможемо. Все буде Україна!